Всем привет! Сегодня будем делать каркас для стола крепкий. Для столешницы ЛДСП и дуба выдержит в принципе все. У меня заказ на него в черном цвете. И решил с вами поделиться, как я его делаю. Каркас размером 1300 на 650, 730 высота. У меня дома, кстати, такой на кухне стоит несколько лет уже. Ну что, начинаем. Давайте пройдемся по комплектующим, что нам нужно для приготовления данного каркаса. Итак, для начала я подготовил такой кубик. Труба 50 на 50, стенка 1,2. Свариваем 3 куска трубы ровно. 288 габарит, 150 у нас глубина получается. Потом отмеряем 65. Отрезаем с этой стороны и с этой стороны. И заглушил я это все пластиной. Получился такой у нас кубик, который понадобится нам в дальнейшем для серединки. Дальше нам нужно 2 трубы по 1407 мм и 935 мм 2 трубы. На этих двух трубах срезаем по 75 мм. С одной стороны и с противоположной стороны, только рез на другую сторону. Этот рез на эту сторону, на той стороне в другую сторону. Здесь 35 миллиметров мы срезаем. Отмеряем здесь и срезаем 35 миллиметров. Также там на противоположной стороне. Еще нам нужны заглушки. Заглушки на низ для этих ножек. Это на эти заглушки, это на эти трубы заглушки. И также нам нужны крепления под столешницу. Это у нас будет сверху и с другой стороны. На короткие трубы и на длинные трубы. Я покупаю 2-миллиметровые пластины по ширине разные. То есть это 40, 60, 50, которые трубы я использую. Сразу под размер отрезали и все, чтобы мне не вырезать широкой полосы. Вроде все, давайте собирать до кучи. Итак, выставил пока квадрат, это у нас самое основное. Длина у нас внизу 1300 по каркасу, от угла стола до края трубы я отмерил 1300 и выставил квадрат. Сейчас соберем дальше. Итак, одну выставили мы с подпоркой по высоте. Сейчас будем вторую выставлять. Итак, отмеряем 1300. Вот у нас 1300. Теперь отмеряем эту толщину 200 у нас. Здесь у нас будет начинаться вторая ножка. 1300. Итак, высота у нас пока 725. Вот мы отмерили уголок. Здесь будет вторая ножка сейчас. И будем прихватывать. Желательно сделать прихватку сразу. Теперь отмеряем по высоте 725. Итак, у нас готово расстояние, в принципе, одинаковое, что здесь, что здесь. Все. Основное, самое тяжелое мы сделали.
матрешки. Итак, каркас на прихватке собрали, самое сложное сделали. Сейчас будем обваривать заглушки и пластины крепления для столешницы в конце, после обварки, потому что будет тянуть металл, может быть придется подчухивать вверху, чтобы было ровно.
Так, заглушки приварены. Сейчас подостынет и будем зачищать их. Заглушками приварили, зачистили. Привариваем ушки по такому же методу. Проверяем высоту, где нужно почухать, по высоте почухиваем. Ну вот, каркас по сборке, сварке, зачистке готов. Сейчас мы покрасим в черный, посмотрим, как она будет выглядеть. Так, каркас готов. Что у нас получилось? Это ушки наши для столешницы. В черном бархате смотрится хорошо. Структурная краска хорошо подходит для ножек, опор, каркасов. Кстати, сюда можно что-то поставить, если будет стеклянная столешница. Цветок или аромапалочки. Можно было, конечно, его сделать чуть-чуть поуже, но тогда теряется весь вид объема каркаса. Я считаю, что это идеальный кубик. Что, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, если понравилось. До новых встреч.